Здравствуйте, меня зовут Артур Пушкорюс, я естествоиспытатель и автор только что вышедшей и, скажу прямо, злободневной книги «Общая теория морали», материалы которой базируются на данных необычного исследования судеб более 320 знаменитостей разных эпох. И именно эти материалы лягут в основу наших выпусков. А вы, познакомившись с ними, станете куда успешнее за счет того, что откроете для себя мир новых возможностей, научитесь не только грамотно избегать многих стрессов, станете куда коммуникабельнее и доброжелательнее ко всему, что вас окружает, заживете долго и, не исключая, даже счастливо, но и узнаете кое-что не менее полезное еще. Книга, о которой речь, действительно уникальна. Несмотря на относительно скромный объем в почти 450 страниц, она, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде и грец, поскольку отвечает на 6, быть может, самых неподъемных для нас, людей, вопросов. Вопрос первый. Каковы мы на самом деле? Вопрос второй. Какова Вселенная на самом деле? Третий. Каков с научной точки зрения Бог на самом деле? Четвертый. Что заставляет нас задумываться о морали? Пятый. Что именно надо в себе изменить, чтобы личная судьба складывалась не абы как, а наиболее благоприятным образом? И это, кроме шуток, реальность. И шестой вопрос. В чем смысл жизни? Приобрести книгу «Общая теория морали» в твердой обложке или в электронной версии можно на нашем сайте www.gtmoral.com. А вот что проделало данное исследование, чтобы ответить на вышеперечисленные вопросы. То есть вот как выглядят фишки книги, помимо уже озвученных. Общая теория морали предложила единый и четкий алгоритм моральной диагностики любого человека. Установила, каким бывает разброс вариантов земного воздаяния человеку за каждый его проступок. Выявила основные законы природы, действующие в моральной сфере. 4 закона морали, 2 основных правила этики и целый ряд общих закономерностей, действующих в сфере нравственности. Создала первую в истории гибкую градационную таблицу универсальных моральных принципов, следуя философии Канта, названных императивами. Открыла 5 общечеловеческих явлений: парадокс Планка, форс-мажор Резерфорда, крах Фаберже, счастье Рокфеллера, фортуну Феллини, которые неумолимо функционируют в нашей среде и которым, как выяснилось, все равно, морален человек или аморален. Они делают свое в любом случае. Провела общую классификацию всех возможных человеческих житейских уроков. Доказала, что каждый желающий способен стать счастливым. Описала многосложность призвания человека, плюс любого другого существа. Предложила свою модель построения Вселенной, объясняющую логику наличия вышеизложенного. Также выдвинула ряд смелых гипотез, в частности о том, что Вселенная в настоящее время – это живой астрофизический объект, который сегодня обладает сознанием, поскольку так было не всегда. Соответственно, такое предположение дало толчок к рождению картины того, какой была Вселенная до Большого взрыва. Что Вселенная на самом деле состоит из 2 сред – физической и энергетической. Предложила наиболее вероятных космических кандидатов на роль объектов, компонующих энергетическую среду. Это темная материя
и темная энергия. Дала научное объяснение понятию Бог. Это глобальная нравственность, практическим носителем которой является окружающая нас темная материя. Определила 5 главных свойств энергетической среды. Установила законы бытия, которым подчинены все живые без исключения, и обозначила для последних 2 новых энергетических измерения. Назвала фазы и ступени созревания человека в энергетической сфере жизни. Озвучила ключевые проблемы людей. Дала определение полю силы природы и построила условную схему энергетической связи человека со Вселенной и людей между собой. Вывела 7 математических формул, применимых в моральной сфере. Определила составляющие таких формул и диапазоны их изменений, давая возможность отныне математически рассчитать силу и справедливость того или иного жизненного урока, плюс привела примеры эффективного применения данных уравнений на судьбах короля Франции Людовика XVI, легенды кино Марлен Дитрих и одного из богатейших людей современности Билла Гейтса. Ввела понятие «персональная энергия живых существ», порталы связи мыслящих созданий и предложила собственное обоснование истинных причин текущего стремительного расширения Вселенной. К слову, полностью исключающих предполагаемый будущий коллапс Вселенной в результате так называемого ее схлопывания. Привела любопытные статистические данные, в том числе определив, например, соотношение добра и зла в человеке. Расчетное количество людей за последних 53 тысячи лет, когда-либо вообще грубо нарушавших нормы морали. Вероятность избежать земного воздаяния как обычному человеку, так и знаменитому. И не только. В связи с появлением общей теории морали сделала реальностью перенос истории как предмета из гуманитарной дисциплины в точную. Объяснила секрет корпускулярно-волнового дуализма и парадоксальность всех квантовых опытов. И многое другое. Так что приглашаю подписываться на канал тех, кому интересны детали всего этого. Напомню также, что приобрести книгу «Общая теория морали» можно на нашем сайте www.gtmoral.com. А подписавшийся на канал, прошу набраться немножко терпения в ожидании следующих выпусков. Жизнь на удивление коротка, поэтому спешите делать добрые дела. Всего наилучшего.